Сначала никто не обратил внимания на чемодан. Он тихо стоял возле черного хода железнодорожного вокзала, старый, потрепанный, покрытый царапинами и грязью. Это мог быть мусор. В тот день мимо него проходили тысячи людей. Некоторые обходили его стороной, некоторые едва замечали его. Никто не придал этому значения, за исключением одной души, бродячей собаки. Он был худым, его песочного цвета шерсть была покрыта грязью, ребра отчетливо виднелись под шерстью. Одно ухо у него было порвано, хвост искривлен из-за старой травмы. Годы лишений облепили его тело, как вторая кожа. У него не было ни имени, ни ошейника, ни дома, но что-то в этом чемодане заставило его остановиться. Он понюхал раз, другой и медленно обошел его кругом. Его глаза сузились, тело напряглось. Затем, без предупреждения, он сел рядом с ним и отказался двигаться. Люди не обращали на него внимания. Некоторые даже обругали его. Один продавец бросил в него ботинком, чтобы отпугнуть, но он не убежал. Каждый раз, когда кто-то приближался, он рычал. Не со злостью, а с предупреждением. Защитный, сосредоточенный, как будто он знал что-то, чего не знал никто другой. Прошло несколько часов. Солнечный свет померк. Температура упала. Собака осталась. На другой стороне улицы женщина по имени Лаура закрывала кафе, в котором она работала. Она и раньше видела собаку, которая часто рылась в мусоре или спала рядом с мусорными контейнерами. Но сегодня все было по-другому. Он не бродил, не рылся в мусоре, он охранял. Что-то внутри подсказывало ей подойти поближе. Когда она приблизилась, пес повернулся к ней. В его глазах не было дикости или агрессии, в них была мольба, настороженность. Она посмотрела на чемодан, потом снова на собаку. Он отступил на шаг. Лаура присела на корточки и положила руку на пыльную ручку. Сначала она ничего не почувствовала, но затем почувствовала легкую дрожь. Чемодан сдвинулся с места. Она замерла. Сердце бешено колотилось. Она прижалась ухом к ткани. Секунду спустя она услышала это. Всхлипывание. Слабый. Приглушенный. Раздался крик ребенка. Лаура закричала, зовя на помощь. К ней подбежали люди. Охранник участка вызвал полицию. Через несколько минут раздался вой сирен. Прибыли полицейские, а за ними и парамедики. Они медленно расстегнули молнию на чемодане. Внутри, завернутая в разорванное полотенце, лежала новорожденная девочка. Ее кожа была бледной, губы дрожали, дыхание прерывистым. Ее оставили там на несколько часов, застегнутую на молнию, молчаливую и невидимую для всех. Для всех, кроме собаки. Малышку срочно доставили в больницу, обогрели и стабилизировали в отделении интенсивной терапии. Позже врачи сказали, что если бы ее нашли хотя бы на час позже, она, скорее всего, не выжила бы. Ей дали имя Хоуп. Хоуп — собака, которая когда-то была безымянной, попала в приют и получила кличку Рейнджер. Новость о ее спасении быстро распространилась. Люди пожертвовали еду, игрушки, одеяло. Некоторые назвали ее чудом. Но Лаура не могла перестать думать о них. Она часто посещала приют, и когда все документы были оформлены, она забрала Рейнджера домой. Несколько недель спустя она подала заявление на усыновление ребенка. Несколько месяцев спустя она удочерила ее. Сегодня они — семья. Хоуп безудержно смеется. Рейнджер следует за ней повсюду, виляя хвостом и настороженно поглядывая на нее. Каждую ночь он ложится рядом с ее кроваткой, по-прежнему охраняя ее. А Лора? Она верит, что это не случайно, потому что не все герои носят значки или накидки. У кого-то есть мех, у кого-то старые шрамы, а кто-то спокойно относится к тому, о чем другие забывают. Пока кто-нибудь, наконец, не выслушает. И, возможно, только возможно, это и есть настоящая любовь.
Не самый большой жест, а тихое, настойчивое проявление чувств, когда никто другой этого не сделает. В тот день, когда этот чемодан был брошен, мир чуть не подвел чью-то жизнь, но собака, которую подводили 1000 раз, этого не сделала.